Гуманитарная ситуация на Украине, к сожалению, продолжает стремительно ухудшаться, а в отдельных городах достигла катастрофических масштабов. Вооруженные формирования националистов минируют жилые кварталы, разрушают мосты и дороги, уничтожают объекты жизнеобеспечения. В результате этих преступных и предательских, в первую очередь по отношению к своему собственному народу, действий украинских властей, гражданское население вынуждено выживать в нечеловеческих условиях, без тепла, электричества, водоснабжения, продуктов питания и медикаментов. Люди находятся на граде отчаяния, а официальный Киев, зная истинное положение дел на земле, продолжает цинично через украинские средства массовой информации утверждать, что это якобы результаты действий вооруженных сил России. При этом все эти бесчинства, минирование, подрывы, оборудование огневых точек в жилых кварталах, больницах, школах, детских садах происходят на глазах живых свидетелей, которые рано или поздно расскажут миру всю правду об этой трагедии. В этой лжи киевские власти заставляют людей находиться круглосуточно. Тяжелейшая гуманитарная ситуация сложилась в Мариуполе. Сотни тысяч людей, включая иностранцев, насильно удерживаются националистами, которые, угрожая физической расправой, пресекают любые попытки выхода из города. Исключительно в гуманных целях сегодня с 10 часов утра Российская Федерация уже в 8-й раз предоставила гуманитарные коридоры на Киевском, Черниговском, Сумском, Харьковском и Мариупольском направлениях. По одному гуманитарному коридору в Российскую Федерацию и еще по одному через подконтрольные киевским властям территории в сторону западных границ Украины. К 10 предложенных нами маршрутов украинская сторона дополнительно добавила еще один в Житомирском направлении. При этом ни один гуманитарный коридор в Российскую Федерацию официальным Киевом опять не подтвержден, что в очередной раз доказывает безразличие к собственному народу действующей власти. Киев по-прежнему продолжает цинично утверждать об отсутствии мирных жителей и иностранных граждан, желающих выехать на территорию Российской Федерации. Но ежедневный прирост количества обращений, поступающих по различным каналам связи от граждан Украины, а также иностранцев, с просьбами об эвакуации говорит об обратном. Только за истекшие сутки зафиксировано 19 963 таких обращений, а всего их уже 2 638 989 с конкретными фамилиями и адресами из практически 2000 населенных пунктов Украины. После того, как мы начали выдавать общественности эту статистику, нами достоверно установлено, что подразделения СБУ получили строжайшие указания круглосуточно выявлять все звонки, проводить массовые тотальные проверки, задержания и аресты, обыски и допросы. Людей постоянно принуждают оправдываться за их стремление получить защиту в России. Мы вынуждены теперь всех обращающихся к нам инструктировать, чтобы они немедленно уничтожали все возможные контакты, исходящие звонки и сообщения, которые могут позволить даже малейшим образом заподозрить их в общении с нашим координационным штабом, а также другими организациями и ведомствами Российской Федерации. Цитирую одно из сегодняшних обращений. «Прошу спасти мою сестру с 2 малолетними детьми. Они находятся в Киеве. Маршрут гуманитарного коридора Киев-Чернобыль небезопасен. Боевики не выпускают. Чаты с сестрой в мессенджерах и информация о предоставленных коридорах блокируются украинскими спецслужбами. Сестра выезжает на запад Украины и далее в Польшу и получать статус беженца не хочет. Прошу помочь». Комментарии здесь считаю излишними.
И при этом представители западного, так называемого цивилизованного мира продолжают отрицать существование неонацизма на Украине. Но объективные факты показывают совершенно иную картину. Действующая власть умышленно и преступно узаконила бесконтрольное и безнаказанное использование гражданами огнестрельного оружия на территории Украины, фактически выдав в кавычках лицензии на убийство, что уже привело к бесчисленным фактам мародерства, грабежей, бандитизма и гибели мирных граждан. Вынуждены констатировать, что правоохранительная и судебная система Украины парализована и свои функции уже не выполняют. Досудебное расследование с участием компетентных органов не проводится. Суды прекратили свою деятельность, а приговоры выносят те, у кого в руках оружие. Участковые сотрудники полиции на местах боятся вести дело производства по любым уголовным преступлениям и административным правонарушениям, так как фактически стали мишенями для тысяч бандитов, выпущенных официальными киевскими властями из без лишения свободы. Это происходит и прямо сейчас. Сегодня в Мариуполе вооруженные банды неонацистов устроили очередной так называемый мародерский рейд по жилым домам, в ходе которого под угрозой физической расправы забрали у мирных граждан последние продукты питания, одежду и ценные вещи, а оказавших малейшее сопротивление расстреляли на месте. Несмотря на полное соблюдение режима тишины со стороны вооруженных сил Российской Федерации, украинская сторона продолжает цинично нарушать достигнутые договоренности по открытию гуманитарных коридоров в сторону России. Оповещение населения в городах Киев, Чернигов, Харьков, Сумы и Мариуполь просто не проводилось. При этом в Мариуполе националисты не только не прекращали стрельбу, а с 9 часов 30 минут сегодня средствами объективного контроля, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов, зафиксировано повышение ее интенсивности в направлении гуманитарных коридоров. Вырваться из блокированных населенных пунктов удается только отдельным гражданам на личных автомобилях. Также нами сегодня достоверно установлено, что неонацистами задержаны все мирные граждане, порядка 450 человек, которые пытались выехать в северном направлении из Сумской области через город Суджа в Курскую область Российской Федерации. Личные автомобили изъяты, а мирные граждане просто отправлены в обратную сторону. Несмотря на это, без участия украинской стороны за прошедшие сутки из опасных зон различных районов Украины, а также Луганской и Донецкой народных республик, эвакуировано 9787 человек, из которых 1738 детей, а всего с начала проведения специальной военной операции уже 231 738 человек, из них 51 996 – это дети. Государственную границу Российской Федерации пересекли 24 168 единиц личного автомобильного транспорта, из них за сутки 915. Кроме того, сегодня благодаря принятым беспрецедентным мерам безопасности со стороны вооруженных сил России удалось обеспечить гуманитарные коридоры и эвакуировать в Полтавском направлении 8737 граждан на автобусах и личных автомобилях. При этом необходимо отметить, что местные власти в формировании указанных колонн никакого организаторского участия не принимали. Отчаявшиеся люди сами собирались в группы, но, понимая невозможность из-за блокирования националистами выхода в сторону России, вынужденно выезжали в любых возможных направлениях. В настоящее время завершается гуманитарная операция по эвакуации 130 иностранных граждан на Херсонском направлении. Они доставляются через Крым в город Новороссийск для последующего убытия на родину. Вчера к руководству Российской Федерации обратился митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, сообщив о готовности
вывести часть мирного населения и иностранных граждан из Мариуполя на 50 автобусах. Формирование Донецкой Народной Республики спланировали операцию по эвакуации, но несмотря на имеющиеся, по утверждению священнослужителя договоренности с командирами батальонов территориальной обороны, интенсивный обстрел гуманитарной колонны и стрелкового оружия и минометов со стороны националистов сорвал эту очередную возможность мирным жителям спастись из города, контролируемого боевиками. Сегодня все наши попытки через официальный Киев заставить боевиков Мариуполя пропустить колонну автобусов за мирным населением также не увенчались успехом. Теперь о текущих делах. В заложниках у украинских неонацистов в качестве живого щита продолжает оставаться более 6900 граждан из 16 иностранных государств, а также экипажи более 50 иностранных судов, которые заблокированы в морских портах в связи с созданной Украиной в нарушении международного гуманитарного права высокой минной опасностью в Азовском и Черном морях. Речь идет о гражданах Азербайджана, Греции, Грузии, Египта, Индии, Ливана, Сирии, Турции, Филиппин, Ямайки и ряда других стран. По судьбе указанных лиц нами организована круглосуточная работа с представителями соответствующих дипломатических ведомств. Российской стороной на освобожденных территориях создаются все необходимые условия для мирной и безопасной жизни. Обеспечивается беспрепятственный доступ населения к гуманитарной помощи. Более 9,5 тысяч пунктов временного размещения продолжает штатно функционировать в субъектах Российской Федерации. С каждым прибывающим в Россию организована индивидуальная работа. Продолжается накопление гуманитарной помощи. На пунктах сбора уже накоплено свыше 17 тысяч тонн. На Украину уже доставлено 1935 тонн гуманитарного груза. Проведено 237 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки 22 акции в Киевской, Запорожской, Харьковской и Черниговской областях, в ходе которых мирному населению освобожденных районов передано 264 тонны предметов первой необходимости, медикаменты и продукты питания. Сегодня проводится 31 гуманитарная акция в Киевской и Черниговской областях, Донецкой и Луганской народных республиках, в ходе которых населению передается 240 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания. На официальном сайте Министерства обороны mil.ru в разделе «Специальная военная операция», «Брифинги», «Гуманитарное реагирование на Украине» мы ежедневно публикуем всю информацию о результатах проведения гуманитарных акций, а также представляем актуальные маршруты гуманитарных коридоров. При этом подтверждаем, на всех пунктах встречи на российской границе организовано круглосуточное дежурство автобусных колонн, развернуты пункты временного размещения, предусмотрено горячее питание, места отдыха, круглосуточно дежурят медицинские бригады.